Владимир Путин после Крыма, он уверовал, что на него возложена миссия. И вот здесь у нас снова возникает фигура Дмитрия Анатольевича Медведева, который себя абсолютно в глазах всех, на мой взгляд, дискредитировал. Усталость от военных действий будет нивелироваться народностью войны. Многие академики ведут себя как шлюхи, причем такие портовые шлюхи за рубль, что называется. Алексей Венедиктов – журналист, историк и школьный учитель. Более 20 лет руководил радиостанцией «Эхо Москвы» до ее закрытия в этом году. Владелец исторического журнала «Дилетант», а теперь и YouTube-блогер. 77% избирателей отдали свои голоса за Владимира Путина. Президент Путин живее всех живых. Его фамилия Путин, зовут Владимир Владимирович. Путин. Президент Владимир Путин. И больше никто. Владимир Владимирович Путин. Вступление в должность президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. Добрый день, Алексей Алексеевич. Бесконечно рад вас видеть. Добрый день, Илья. Первый вопрос, который хотел вам задать. Вы верите в смену власти в России в обозримом будущем? И если это будет происходить, то как это может произойти? Ну, обозримое будущее с точки зрения человека, который закончил исторический факультет, это, знаете ли, Чжоу Энлая однажды, китайского министра иностранных дел, спросили, что вы думаете о французской революции. Он сказал, еще слишком мало времени, прошло 200 лет, а там надо посмотреть. Да, конечно, это возможно, если говорить о том, что Владимир Путин не молодой человек, и Владимир Путин ведет политику, которая вызывает много вопросов и сомнений даже у его окружения, то может быть различными путями. Оно может быть естественным путем, это может быть как там, император ушел сажать капусту на Афон где-то, это может быть дворцовый переворот, все может быть. Это может быть, хотя никаких вот таких вот признаков, да, это по учебнику истории, никаких признаков вот смены власти, нежелания Путина удалиться от дел, нежелание его окружения его сменить или сменить эту политику, я пока не вижу. Может быть, я близорук со своими -9, но в принципе я наблюдателен. Пока не вижу. Но такие вещи случаются случайно. Поэтому будем наблюдать. При наблюдении за российской политикой, напомню, только и остается, что проводить какие-то исторические параллели. Вы как историк сейчас с чем могли бы сравнить, с какими историческими событиями то, что происходит сейчас? Конечно, все параллели относительные и сравнения тяжелые, но тем не менее какой-нибудь 1914, может быть, 15 год, Первая мировая, вот где-то вот туда, если наблюдать, вот связывая с вашим первым вопросом, наблюдать за окружением императора, за поведением императора, да, вот это вот начало Первой мировой, прошу прощения. Пожалуй, вот так. Но это все не дает ответа на ваш первый вопрос. И более того, скажу, что мне представляется, что, конечно же, приход к власти новой команды или части старой команды, был ли Хрущев новой командой по отношению к Сталину, да, был ли Горбачев новой командой по отношению к Брежневу, большой вопрос. Это такое лингвистическое упражнение, которое мне не нравится. Вот, это большой вопрос. На мой взгляд, не улица, если там, то это не улица, не революция, а дворцовое изменение, либо силовое, либо естественным путем, возможно, и резкого изменения политики поначалу не будет, если то, что касается отношений с Украиной или с Западом, не будет. Не будет. Эта команда, она сейчас довольно сплоченная. Зная Путина и, может быть, немножко понимая и чувствуя его характер, может ли этот человек добровольно от власти отказаться и сам уйти? Илья, ну это точно не отвечу вам, все возможно, но я вам могу сказать, что одна из моих редких, но больших ошибок было, когда в мае 1999 года меня позвал к себе тогдашний глава администрации президента Волошин, и он спросил, а вот как ты отнесешься, например, к тому, если Ельцин досрочно уйдет? Я говорю, Ельцин? Досрочно? Ты что, меня троллить позвал? Лучше налей. Он же вцепится в власть, он никогда ее не отдаст. И мы помним, что после операции, когда он очнулся от наркоза, операции на сердце в 1996 году, первое слово, это уже документально от врачей, он прохрипел «чемоданчик».
Он передавал ядерный чемоданчик тогда Черномырдину, символ власти. Чтобы Ельцин ушел, прошло полгода, и он ушел. И я не угадал. Я думаю, мало кто угадал, что он вот так отдаст. Поэтому у меня по поводу Владимира Путина есть соображение. Владимир Путин после Крыма уверовал в том, что на него возложена миссия. Неважно кем, богами, народом, неважно, да. Вот русский мир, Россия с колен, вот до 2014 года это все не было. После 2014 года он беспрестанно об этом говорил на встречах, и потом публично. Миссия не завершена, значит, ты не можешь уйти и дезертировать, если ты в нее веришь, потому что это дезертирство. И вот на сегодняшнее мое представление, на сегодняшний день, в том, что он не уйдет, не завершив миссию, как он ее понимает. Россия с колен, объединение русского мира и так далее. Поэтому думаю, что этот вариант, эта опция возможна, но там больше 5% я бы ей не отдал. Если мы говорим о не революции, а эволюции, мирной смене власти, кто сегодня из нынешних политиков мог бы стать преемником, который бы устроил элиты, устроил бы силовиков и какая-то компромиссная фигура? На сегодняшний день очень опасно заявлять себя преемником или играть в преемником. Все помнят, что Владимир Владимирович этого не Да, любит. это им опасно, но мы-то с вами можем пофантазировать. Нет, я не могу фантазировать, потому что вы меня воспринимаете серьезно, а фантазировать я вам могу сказать, что Земля плоская, а Путин это присланный нам откуда-нибудь. Мы имеем две смены в истории 20 века. Мы имеем смену Сталина на Хрущева через Маленкова и Горбачева от Брежнева через Андропова и Черненко. Да? Если мы посмотрим на Хрущева и Горбачева, то есть на сменщиков, которые там продержались какое-то количество лет, что мы видим? Первое. Мы видим, что это были самые слабые члены Политбюро. За ними не стояли могущественные кланы. За ними не стояла московская бюрократическая тусовка. Да? Потому что, нет. За Маленковым, Берией да, а за Хрущевым нет. За Андроповым, Черненко да, а за Горбачевым нет. Это означало, что команда Сталина, а потом Брежнева, выбирала человека, у которого, самого слабого, у которого нет никаких связей, нет никакой поддержки, такого временного. Если мы поверим в то, что нынешний, если вдруг Путин там уйдет на Афон, что вдруг Путин исчезнет, улетит на Луну или уйдет, или действительно подаст в отставку, уедет куда-нибудь, то мы поймем, что нынешняя команда, которая у власти, будет искать самого слабого человека, компромиссную фигуру, не сильную, не второго Путина, не второго императора. Да? Я так думаю, зная этих людей. Но есть группы, есть организованные группы вокруг, есть неорганизованные группы, которые имеют своих кандидатов, или, вернее, которые хотят быть кандидатами, а эти группы, вот эти большие силовые, олигархические, в смысле богатые люди, группируются вокруг них, они будут двигать своих кандидатов, но, думаю, все равно это будет компромисс поначалу между отдельными башнями Кремля, как принято говорить. И вот здесь у нас снова возникает фигура Дмитрия Анатольевича Медведева, который себя абсолютно в глазах всех, на мой взгляд, дискредитировал, у которого лишился всей поддержки, как финансовой. Мы видим, где там сегодня должен быть суд над приговор братьями Магомедовыми, да, там, туда-сюда, у него просто никого нет, клана нет, башни нет. Ну и если бы я был представителем одной из башен Кремля, я бы сказал, давайте Диму на царствование пока, да, он слабый, он никого казнить не будет, с башен никого сбрасывать не будет, должен будет компромиссничать, а мы потом там разберемся. Вот такие люди. Может быть, силовое решение, тогда группа силовых людей, которые более организованы, которые хотят продолжать эту политику еще более истребинную, чем она есть сейчас, которые в публичном поле существуют. Там у них есть там кандидат типа Володина, за которым просматриваются силовые истории, за которым частично просматриваются богатые люди типа Ковальчуков. Вот, но не только он, никто не складывает яйца в одну корзину. Вот, а можно поискать совершенно в другой истории, потому что формально это Мишустин, который тоже не сильно с кланами, не сильно технократ,
Да, он премьер, если что-то случилось с президентом, он его президент, он никому сильно пока не навредил, со всеми улыбается. Ну чего, он такой же, как Медведев, в этом смысле политический, не политический тяжеловес. Хотя как премьер, конечно, имеет какие-то рычаги. Ну все так к нему, ну понятно, да, ну хорошо. Вот можно еще поискать, а в результате будет тот, кого мы с вами не назвали, как известно. Хотя в 2005 году я угадал Медведева в 2008, хотя все говорили Сергей Борисович Иванов, потом кто-то не уйдет. Ровно потому, я так и считал. То есть мой расчет может быть неверный, но, конечно, люди готовятся, транзит пошел в головах. Тут надо понимать, что транзит в головах у элиты, во всяком случае, у тех, кого мы называем элитой, слово плохое, но пусть называем так, чем мы тут будем придуриваться-то. Он идут расчеты, а как сохранить при новом президенте свое влияние, а какое будет мое место, а какой будет мой уровень пирога, а какой будет мой уровень власти, а какой будет мой уровень принятия решений. Конечно, они считают. Все те, кто вокруг него, особенно сверстники. Кому сейчас 65-75. Есть такая страшилка в соцсетях, что как бы не пришлось нам выбирать между Кадыровым и Пригожиным. Вы наверняка и увидели. Насколько серьезно можно рассматривать Кадырова и Пригожина как активных участников возможного транзита? Людей меряют не по поддержке, я имею в виду лидеров, а по количеству и объему врагов. И здесь, конечно, и Кадыров, и Пригожин обзавелись таким количеством врагов в элите, который не снился даже Навальному. Потому что они конкуренты, да, но они целиком, и один, и второй, они лично зависят от Путина. Если Кадыров еще имеет формальную некую историю, как губернатор Чечни, ну, руководитель Чечни, да, то есть он один из 83 руководителей субъектов федерации и должен взаимодействовать там, с Министерством финансов, с Министерством обороны, по должности с ФСБ, там, с Росгвардией, с МВД, с Министерством экономики, с Министерством культуры, то у Пригожина ничего этого нет, он только зависит от Путина, он на ниточке у Путина, так же, как, впрочем, Кадыров, как мы понимаем. И огромное число людей, которые их, мягко говоря, недолюбливают, а громко говоря, боится, да, в элите, создает им огромный сон врагов. И поскольку их личные судьбы связаны только с Путиным, вот только с Путиным, это я могу уверенно вам сказать, да, что ни глава администрации Антон Вайна, ни начальник генерального штаба Валерий Герасимов им не указ. Ну, я вот сейчас беру гражданскую власть, да, и естественно, Мишустиным не указ. Поэтому, как только, так сразу, они находятся в зоне очень серьезного риска. Элита их не поддержит, побоится. Поэтому это страшилка, ну это, конечно, страшилка, это может быть временная какая-то там преторианская гвардия, но, как показывает история, ни один из командующих преторианской гвардии на римском троне больше 2 месяцев не усидел. Алексей Навальный и его возможная роль. С Алексеем очень тяжелая история. Я прежде всего хочу сказать, что, конечно же, он осужден безвинно, нечестно и несправедливо и должен быть выпущен немедленно на свободу, как и другие политические заключенные, их становится все больше и больше. Алексей Навальный сейчас превратился в символ и в миф. Понимаете? Он не человек, он символ и он миф сейчас. И поэтому я с тревогой наблюдаю за тем, как его там 8-й раз отправляют в карцер на длительный срок в ШИЗО. И как символ и миф это пугалка для элиты. Им надо размахивать, чтобы пугать элиту. Вот придет Навальный, все ваши коррупционные деньги заберет, а вас люстрирует в лучшем, а в худшем вы все сядете. И в этом смысле его роль, она вот сейчас мифологична. Но если Алексея Навального бы отпустили или вытащили, или обменяли, да, то его роль бы была очень серьезной потом в интеграционном оппозиционном процессе. Но, опять же, на первом этапе смены власти, я думаю, что ему ничего не светит. Исходя из исторического опыта накопленного, какие должны сложиться условия для того, чтобы смена власти произошла снизу в результате революции? И есть ли какие-либо признаки такой ситуации сегодня в России? Ну, может и есть, я не вижу. Значит, конечно же, военные действия, с одной стороны, приводят к раздражению против власти, это понятно, да, и растет база людей, которых недовольны действием власти, но с другой стороны, власть довольно ловко, к сожалению, добавлю я, ловко и умело оперирует 2 вещами, 3. Вещь первая – это пропаганда. Она тотальная в России, она тотальная пропутински,
Я не говорю про военные, про путинские. Любые несогласные превращаются, как вы понимаете, Илья, в иноагентов, так же, как и я. И, собственно говоря, для людей, для общественного мнения слово «иностранный агент» понятно, что это такое. Да? Для общественного мнения, для низа, как вы говорите. Это раз. То есть первое – это эффективная пропаганда. Вторая история связанная с экономической политикой. Очень сильно и много пугали, что санкции приведут к массовой безработице, к огромным очередям, к огромной инфляции. Значит, люди выстроятся в кассы. Что делает государство? Во-первых, огромные социальные выплаты тем, кто участвует в Украине, их семьям. Огромные. Что такое 200 тысяч в месяц для Липецкой области? Ну, сами подумайте. Огромные деньги. Что такое 7 миллионов за погибшего? И еще плюс 5 от региона. Ну, вообще, что такое дети бесплатно могут учиться в вузах? Власть очень внимательно к этому отнеслась, не как во время Чечни или Афганистана в Советском Союзе. Вот эти огромные социальные выплаты, и не только выплаты. Я много говорю с родителями, с людьми здесь, в Москве. Говорят, понимаешь, дети бесплатно в вузы, на бесплатно будут зачисляться. Понимаешь? Будущее обеспечено гибелью отца. Будущее обеспечено. И власть цинично, не цинично, как хотите. Это считанная позиция. Это второе. И третий инструмент, который вот этот низ, как вы говорите, сдерживает от антипутинского чувства, это, безусловно, то, о чем проговорился Сергей Кириенко, это превращение войны в войну народную. Войну с нацизмом, войну народную. Для любого российского человека война с нацизмом мифологически, да, то есть по памяти, потому что уже ветеранов-то нет. Это святое дело. Как только первый украинский солдат войдет на территорию Крыма, это превратится в массовую такую истерику, вы увидите это. И это изменение отношений. Какая-то военная операция где-то происходит, мы должны терпеть. Военная операция где-то происходит, а у нас тут закрывается предприятие. А вот мобилизация. Ой, елки, что они, где-то идет военная операция, что наших парней забрали. А вот народная война, это святое дело. И это будет раскручиваться по мере продолжения. То есть усталость от военных действий будет нивелироваться народностью войны, которая включением пропаганды и социальных выплат даст определенный эффект. Поэтому снизу не очень вижу. Власть знает про эту угрозу, и таким образом, 3 этими руками, пальцами, ее пытаются нивелировать. То есть, я правильно понимаю, что если ВСУ войдет в Крым, это сыграет на руку Кремлю и поможет мобилизовать народ и все-таки перевести эту войну в народную? Слушайте, конечно, сыграет на руку Кремлю, это понятно, и Кремль это знает, и сам себе сыграет на руку. Потому что присоединение Крыма 85%, 87% тогда, да, россиян считали справедливым. У меня был разговор с Путиным по этому поводу, да, такой тогда, в 2014-м, когда мы встречались, это был апрель 14-го. Я говорю, это же нечестно, говорил я. Владимир Владимирович, обычный разговор, нечестно, потому что международное право. Он говорит, справедливо. Крым русский, это справедливо. Я не в вопросах честности, понимаешь, да? И люди считали, что это, как и Путин, считали, что это справедливо. Может, и нечестно, может, незаконно, может, беззаконно, но справедливо, да? Мы же за справедливость. Поэтому это такая рискованная история. Я думаю, что ее очень хорошо понимают и в Киеве, и в западных столицах, что это не только факт какого-нибудь десанта, да? Что это будет воспринято вот так. И, соответственно, это поможет, в том числе Кремлю, да? Конечно, Киев не должен учитывать, что помогает Кремлю, а что не помогает Кремлю. Но факт остается фактом. Мы же про Россию говорим, а не про Украину. Если мы говорим о каком-нибудь уже не таком обозримом будущем, как Владимир Путин может остаться в истории, как его будут учебники истории описывать? Во-первых, ничего не закончилось. Знаешь, про учебники истории. Любимая моя история – это о том, что в 2008 году, после войны в Грузии, он меня вызвал тогда, при всех отмочил, что у нас война с Грузией, а у тебя там в эфире Саакашвили, там министр обороны Грузии, а мы тут солдат своих хороним, отмочил. Потом позвал к себе, это было в Крыму,
И пока остальные главные редактора принимали там шампанское и прочее, после встречи мы с ним сидели, разговаривали. И вдруг он меня спрашивает: Алексей, вот ты же учитель истории, говорит, вот что про меня... А он премьер-министр. 2 срока прошло, и он ушел на премьера. Что про меня будут писать в школьных учебниках истории? Говорит, не в вузовских, там, не в монографиях, не в фильмах, в школьных. А я уже там долго просидел, много выпил. Подумал и говорю: Владимир Владимирович, вы знаете, ну, наверное, попытка объединения Белой и Красной Церкви. И он так: и все? Это после Грузии. Я говорю: а Россия с колен в школьных учебниках не пишется. Говорю вам как школьный учитель. Проходит 6 лет, вот эта встреча, апрель 14-го в Крыму, он прощается, проходит мимо меня и говорит: а теперь? Я говорю: что теперь? Я не понял. Ну, 6 лет прошло. А теперь что напишут после Крыма? Ну, я решил отшутиться и сказал: ну как, будут писать Путин крымский. Ха-ха-ха, сказал он и пошел дальше. Еще ничего не закончилось. Еще ничего не закончилось. И учебники будут разные. Вот это очень важно. Учебники будут разные, писать их будут разные люди. Не только победители, кого назвать победителем в этом. Но, конечно, в этих учебниках войдет и вот те военные действия, которые идут сейчас на территории Украины, и те разрушения, которые эти военные действия принесли России. Поскольку он российский президент, да, и это мы говорим о российских учебниках. Украины там будет немного, а России будет много. Конечно, войдут те разрушения и репутационные потери, и экономическая разруха, которая будет, и все остальное. Но мы еще не знаем, чем это все закончится. А школьные учебники – это вопрос интерпретации. Факты войдут, а как это будут интерпретировать, мы не знаем. Что касается не учебников истории, а нашей с вами жизни, свободы слова. «Эхо Москвы» закрыли, практически все журналисты независимые Россию покинули, сейчас работают из-за границы, пытаются там заново что-то собирать. В России, я не знаю, может, какие-то единицы остались, кто продолжает делать это из России, на мой взгляд, там, здесь, ну, с большим риском, и, конечно, они все большие молодцы, но, тем не менее, мы видим продолжение наступлений, попытка добить тех, кто остался, и заткнуть тех, кто уехал, хоть как-то. А как вы себе видите будущее российских СМИ, российских медиа и поведение власти вот по отношению к журналистике и каким-то независимым медиа? Ну, а что касается второй части вашего вопроса, Илья, поведение власти будет продолжать закручивать гайки, потому что операция прошла не так, как операция, да? Надо будет искать виноватых, а виноваты будут те, кто говорит другое, как там у Стругацких, кто желает странного. Да, поэтому гайки будут закручиваться, прежде всего, в тех, кто говорит. То есть это журналисты, но это и активисты, но это и часть политиков. Гайки по свободе слова будут закручиваться, по свободе мнения. Внутри страны у вас не должно быть никаких сомнений. И там вплоть до закрытия Ютуба, если надо будет, да, решения будут принимать не мы с вами. Это то, что касается власти. И тут власть просчитывается, она однозначно. Нынешняя власть, нынешняя команда так видит. Вторая история, что будет журналистика. А с ней будет все то же, что с мировой журналистикой. А военные действия лишь, как сказать, ускорили эти процессы. Информацию, мнение захлестывает социальные сети, которым проигрывают традиционные медиа. Проигрывают по всему. Проигрывают по скорости, проигрывают по яркости, проигрывают по обсценной лексике. Проигрывают, да? И это началось до. Вспомните президента Трампа США. Его твиттер-медиа в этом смысле, он перекрывал традиционные медиа своими твитами, которые многие считали хамские, а в конце концов твиттер посчитал его просто антигосударственным, да, и нарушающим Конституцию. Сейчас вернули. Но не в этом дело. Дело в том, что этот процесс шел. И, собственно говоря, почему по 3 медиа в России перед началом военной операции было принято решение их закрыть перед 24 февраля. Это были «Дождь», 1 телеканал, «Новая газета», 1 газета, «Эхо Москвы», 1 радио. Почему? Потому что мы традиционные медиа были. Потому что нас слушали люди, принимающие решения. Потому что мы не позволяли себе, как аккаунты в Фейсбуке или где-то еще, давать непроверенную информацию. Мы были опасны этим. И поэтому до 24, мы теперь это знаем, я теперь это знаю, до 24 февраля было принято решение. Как вы их закроете, уже не важно, да, там, к чему вы придеретесь, не важно. Да, всех закрыли по-разному.
Вот в чем история. И, к сожалению, военные действия, они привели к тому, что радикализация очень резко пошла, и сейчас популярно там, если ты скажешь штопанный там, да, у тебя плюс 20 лайков сразу. Понимаете, да? А по смыслу непонятно. И те медиа и журналисты, которые начинают применять вот такие приемы, они, значит, гордятся там миллионными лайками. И это нравится людям. И очень трудно. Мы это видели на истории с ракетами, которые упали в Польше. Мы видели эту историю, да? Журналист традиционного медиа Associated Press, он сейчас уволен за то, что один источник только был у него. Но сколько людей подхватило, сколько их перепостило, журналистов, не просто людей, да, там, да, сколько это выдало уже за информацию, непроверенную. Но никто же не мерил, что она непроверенная. Поэтому у журналистики испытания это не военными действиями, у журналистики испытания вот этой волной соцсетей. И очень трудно удержаться, потому что заработать лайки, просмотры – это очень дешево. Это так, ну, человек поставил лайк, это никак не влияет на твою репутацию, или дизлайк. Да? А репутацию журналистскую ты набираешь очень долго. Ну вот, но мы живем в этом мире, да, война это все ускорила, но не более того. Репрессии со стороны государства в России, они до сегодняшнего дня выглядят, ну, если так можно сказать, относительно травоядными. Да? То есть мы видим такую практику, когда человека выдавливают из страны, да, и он настоятельно просит уехать, не мешали даже сторонникам Навального, против которых были дела, и можно было никого не отпускать, но тем не менее им давали выехать. Не мешали там различным активистам, которые выезжали там из-под домашнего ареста. И даже Ксения Собчак с сумочкой перешла границу, и я думаю, тоже на это было определенное согласие. С глаз долой, из сердца вон. При этом в Беларуси мы видим немножко другой сценарий, когда Лукашенко своих врагов не то что не спешит отпускать, он даже пытается их достать из тех, кто уехал. Как было там с Протасевичем, сажая самолет. Как вы считаете, в будущем будет ли какая-то смена у Путина отношения к своим врагам, или он также будет их отпускать, пусть сидят где угодно, главное, чтобы там квакали из-за забора? Разобью ваш вопрос на несколько, потому что они все разные. Да, действительно, в целом решение репрессивное это был через страх и выдавливание. И даже в момент мобилизации мы видели, что через границу выпускали огромное количество, да, задерживали, но выпускали огромное количество людей, там, уехали сотни тысяч, да, молодых людей, которые подлежали призыву и мобилизации, подлежали. И тут я не соглашусь с вами с Лукашенко, по поводу Лукашенко, потому что именно Лукашенко сказал Путину на встрече, именно он сказал, да выпускай ты их всех, они потом попросятся и вернутся. Я же по себе знаю, уехали, а потом просятся. Мы не знаем, сколько сидит у Лукашенко, мы знаем, что там были миллионы людей, которые были против, а сидят, ну, сотни, наверное. И у нас сидят и очень серьезно, и в плохих условиях, естественно, сидят и Алексей Навальный. По политическим статьям, я имею в виду, потому что статьи о фейке в армии по дискредитации – это политические статьи. И да, сейчас государство использует как элемент репрессий прежде всего страх. Но при этом в уголовный кодекс все принимается все больше и больше статей. ФСБ все больше и больше выпускает приказов про то, что считать госизменой. Вот новый приказ сейчас подписан опять, 61 позиция дополнительная. И уже не нужно там инагентом быть, чтобы иметь иностранное финансирование, а достаточно находиться под иностранным влиянием. И уже история с Иваном Сафроновым выглядит по-другому, по-новому. Потому что сейчас уже не важно доказывать, что те сведения, которые ты передал иностранцам, они засекреченные. Даже если они были в свободном полете, да, в публичном поле, все равно ты можешь быть за госизмену, если ты иностранцам их как-то собрал и отдал. Да? То есть репрессии закручиваются, ну, я бы не сказал травоядно. Илья Яшин, Алексей Горинов, Лилия Чанышева, Андрей Пивоваров, да их много. Но да, вы правы в том, что пока людоедство не наблюдается. Будет. Это логика, Илья, это логика режима, потому что страх, потом он ржавеет и рассыпается, значит, надо повысить уровень страха. Значит, надо кого-то наказать так, предметно, да? Так, чтобы остальные еще больше испугались.
Поэтому и разговоры: давайте вернем смертную казнь, давайте расширим госизмену, давайте там внесем еще в иноагентов, соответственно, которые потом могут по уголовке пройти, да, не поставил плашку 2 раза, в уголовка тебе, в тюрьму. Давайте повышать уровень страха. Пока так. Но этот страх, пока его не будут применять и не сажать, да, он может осыпаться. Подождут и ведут. Я не считаю это травоядным. Да? Понимаете, это же все тренд, это тенденция. Она плохая. Что касается людей, которые уже уехали, я не ответил на часть вопросов по журналистике, но они там сталкиваются с другими проблемами. Тут нечего нам делить, мы остались, они уехали. У них другие сложности, другие проблемы, безопасности больше, наверное, там, возможно, больше, но и радикализация больше. Угроза отступить от профессии больше, а здесь меньше. Люди, которые уехали, они, по-вашему, вернутся потом? Я очень надеюсь. У меня очень много друзей уехало, много сотрудников уехало. Но кто-то уже начинает, знаете, там обрастать. Там. Подобрали собаку. Да? Куда ее теперь? Бросать, что ли? Да? Ну, я просто говорю, быт. Да? Дети пошли в школу с другим языком. Но я надеюсь, что когда ситуация изменится по отношению к ним, в первую очередь, когда они почувствуют, они уехали от опасности. А когда опасности не будет, я надеюсь, что они вернутся, потому что нам эту страну восстанавливать. Алло, а кто ее будет восстанавливать? План Маршалла, что ли, как Леонид Волков говорил? Ну, наверное, как-то и это будет. Но вообще это нам ее будет восстанавливать. И репутацию восстанавливать, и экономику восстанавливать, и поколение восстанавливать. Они нужны здесь, это их страна. Ну, те, кто считают ее своей, конечно. Никого ж тащить не надо. Если только их не начнут высылать обратно. Какие необходимы России будущего реформы принципиальные, чтобы не повторить сегодняшних ошибок? Да все начиналось уже, но ошибки могут возникнуть и вполне в цивилизованной стране. Но вот так вот, чтобы такие вещи, ну понятно, слушайте, ну тоскливо. Разделение властей, демократические выборы, независимый суд, активная политическая жизнь, свобода предпринимательства, свобода слова. Ну, нет. Вот Михаил Сергеевич Горбачев это дал. Борис Николаевич это почти не отнял, а сохранил. И можно было бы вот в этой парадигме, да, там, сталкиваясь, конечно, с наследием имперским и с людьми, у которых это все осталось, тем не менее, медленно, 30 лет для истории небольшой срок, медленно двигаться в сторону вот, добрососедства, я бы сказал так, добрососедства. Но нет, не получилось, не получилось. А все предпосылки были. И я вот сейчас с вниманием читаю там, перечитываю, точнее, как там, скажем, Авен с Чубайсом спорили, что они не сделали в 90-е. Да? Но это такие маленькие развилки. Главная развилка была в том, как мне кажется, все решили, сейчас мы народу сделаем хорошо, народ потом поймет. Но без народа. Да? Для народа, но без народа. Без объяснений. Что там им объяснять? Сейчас мы им дадим свободу и все. Это была, наверное, ошибка. Да? Наверное. И народ эту свободу не стал защищать. А зачем? А чтобы что? Есть мнение, что еще серьезными ошибками было то, что не рассекретили архивы КГБ, и то, что не было полноценных люстраций. Как вы считаете, это действительно были ошибки, и как бы это повлияло, если бы рассекретили и были бы люстрации? Значит, если бы рассекретили, мало что бы изменить. Это было нужно, необходимо и нужно делать. Ну, слушайте, выходили фильмы, кино было главное, да, там, и про Сталина, и про что угодно, и про афганскую войну, и вернули. Важно было рассекретить архивы, но это бы не сильно изменило нынешнюю ситуацию. Что касается иллюстрации, я в нее не верю, потому что в России это привело бы к гражданской войне, потому что огромное число людей кормилось от советского режима. И членов их семей, добавлю я. Они стали бы защищать свои права с оружием в руках внутри России. И я читал материалы Политбюро, а потом, как вы знаете, я дружил с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, мы с ним довольно частенько до эпидемии выпивали с Муратовым вместе на троих. И когда мы его спрашивали, а почему, да, что он говорил, вы понимаете, да, численность российских правоохранительных органов, а сколько людей их поддерживало, а как они могли рабочие отряды организовать. Посмотрите, что было в Литве,
когда раскололась, да, и возникли вот эти ребята при поддержке советской армии. Вторая компартия. И если бы Горбачев не вмешался, они бы и взяли власть. И там бы не 11 человек погибло, или 13 во время Вильнюса. Там началась бы между литовцами и литовцами, чтобы не было сомнения. И плюс советская армия, которая поддержала бы других. И это было бы в цивилизованной Литве, да, в европейской Литве. Посмотрите, мы просто плохо знаем, а что там было в Таджикистане, в Узбекистане. Где это вообще? Ну, там столкнулись где-то, чего-то. Не так. Поэтому я думаю, что как раз то, что распад Советского Союза произошел более-менее мирно, да, это вот отсутствие того, что одна часть народа не преследовала другую часть народа. Что нам делать с историей? Я имею в виду то, что сейчас у нас с каждым годом история как-то все активнее меняется, пересматривается, переписываются те самые учебники школьные, по которым детям начинают что-то уже преподавать. Что дальше с этими учебниками, с историей делать? Опять переписывать все? Конечно, история. Слушайте, сейчас школьные учебники вообще ничего не значат. Уже когда Алексей-младший учился в школе, они уже не открывали учебники. Они гуглили все. В гугле там много такой ерунды, что у них мозги все замусоренные будут. И земля плоская, и луна как блин, все как надо. И в истории будет то же самое. Я как-то не сильно волнуюсь, потому что то, что по школе, потому что то, что в школе официально навязывается, это уже в мое время, в 70-е, в конце 70-х, начало 80-х не работало совсем. Ни школа, ни история в школе является для учеников, для детей основной базой знаний о прошлом. Это кино, это компьютерные игры сейчас, да? Наверное, какие-то там еще комиксы, я не знаю, да? Просто не так, все не так. Но то, что историю просто используют, а многие академики ведут себя как шлюхи, причем такие портовые шлюхи за рубль, что называется, это сейчас видно. Вот мы смотрим на встречи Путина с историками. Ну ладно, Владимир Владимирович заканчивал школу почти как я, по учебникам 70-х, 60-х, 70-х годов. Ему можно простить, когда он говорит разные исторические нелепости. Но когда это говорят академики, ну ты понимаешь, это портовые шлюхи. А потом придет какой-нибудь президент, там, не знаю, Навальный, и они же будут говорить другое. А это наука, история – это наука. Да, придется переписывать, но я хочу вам сказать еще раз, что все абсолютно учат историю по книгам «Три мушкетера», по фильмам «300 спартанцев», по компьютерным играм, по Марвелу. То есть это противно, отвратительно, но неэффективно. Стоит ли родителям переживать вот по поводу этих разговоров о важном, о главном, вот об этих внеклассных занятиях и о том, что сейчас собираются уже украинские события как-то преподавать и про них детям что-то рассказывать? Разговор о главном и важном должны свести не в школе, а в семьях. Родителям стоит переживать в том смысле, что им надо говорить. И это было всегда так. Я думаю, что просто сейчас детям надо уделять больше внимания. Потому что, конечно, то, что там методички всегда и в советское время, и сейчас, они калечат, они врут. В лучшем случае они не полные, то есть врут. Да? И с детьми надо разговаривать, надо тратить время на это, надо там отодвигать компьютер, как раньше клали газету, что пришел, да, какие вопросы, что было в школе. Слушайте, у меня было дома правило, когда маленький учился, да, что когда он входил в мой кабинет, я вообще был человек очень занятый, я тут же все выключал, принципиально нажимал кнопку, выключал, поворачивался и говорил, что? Вот сколько бы времени это не отнимало, хоть готовишься накануне встречи с президентом. Что? Значит, что-то беспокоит, да? Или самим узнавать. Родители – это главное. Да, у родителей замучены, у них нет времени, нужно делать общественно важную работу, нужно там вести свои стримы, там, делать свои самолеты. Дети важнее. Ничего другого человечество не придумало. Значит, есть школа, есть двор, она же подворотня, да, и есть семья. Все, больше ниоткуда. Ну, есть еще теперь компьютер, конечно, как член семьи, наверное. Можно вместе смотреть кино, можно вместе играть в игры, они говорят, это не мое вообще. Это все можно и нужно, в том числе в разговорах о главном. Представляете, в России 11 миллионов семей, у которых близкие родственники в Украине.
Близкие родственники, Илья, это не троюродные. Это папа, мама, дедушка, бабушка, внуки, дети, братья, сестры. 11 миллионов семей – это в среднем 44 миллиона. 30% российских граждан, да, имеют близких родственников на Украине, или в Украине, извините. Ну вот, тема для разговора. Другое дело, что и в семьях по-разному к этому относятся. Другое дело, что и российские граждане по-разному к этому относятся. И, скажем так, мягко не всегда их мнение противоречит мнению государства, то есть школы. Это тоже надо понимать. И что они своим детям говорят, что там нацисты, что там фашисты, что их надо убивать. И такое тоже есть. А что вы можете противопоставить родителям и школе, когда они поют в унисон? Мало что. А насколько сегодня вообще учитель самостоятелен? Это просто сейчас такой политрук, который транслирует просто методички, которые присылает? Или все-таки какое-то пространство для маневра есть? Я скажу вам по-другому. Я тут встречался с некоторыми руководителями образования, скажем так, да? Вы знаете, что доносов сейчас учителей на учеников по украинской тематике и учеников на учителей вообще нет. То есть то, что мы видим, каждый случай, да, он уникальный. Вот помните, да, там вот да, учитель, да, то да. есть, сколько мы их знаем? 2 десятка, 3 десятка. Сколько учителей и учеников в России? Миллионы. Да? В данном случае, да, может быть, они и политруки, но вот это вот очень важное качество, да, родители, да, доносят, верно, пишут доносы. Опять вчера встречался с отцом Алексеем Уминским, рассказывал, что на некоторых священников прихожане пишут доносы. Представляете, проповедь произнес, а на тебя донос. Аля. Вот. В школах нет. То есть, но очень мало на миллионы учеников и учителей. Это очень важная история. Это история доверия. И поэтому, когда там начинают всех учителей, там, вплоть до, возвращаясь к вашему, давайте всех учителей иллюстрируем. Ну-ну. Вот. Вы их, что ли, замените? Не как преподаватели, а как люди, которым дети доверяют. Да нет, конечно. Вот, поэтому это, для меня вот это важный фактор, а не чего они там говорят. Одни говорят одно, другие говорят другое, но им сейчас плохо, учителям, потому что контроль государства над школами усилился, увеличился. И там по воспитательной работе, и, значит, сейчас начальная военная подготовка, я все это помню, я все проходил в советское время. Я с 1978 года учитель, да, то есть я до конца Советского Союза 12 лет был учителем, классным руководителем. Поэтому учителям сложно. Но есть такие учителя, которые полностью поддерживают то, что делает российская власть. Тоже не забывайте об этом. Так же, как семьи. И что с ними? И последний вопрос по поводу Украины и отношений между русскими и украинцами. Смогут ли они, по-вашему, при нашей жизни как-то нормализоваться? Понятно, что любви Нет. не будет, но хоть как-то не простят. До сих пор, уже с окончания Второй мировой войны, я не сравниваю, провожу параллель. Немцы, нынешнее поколение, несут ответственность в глазах многих за то, что случилось 80 лет тому назад. И государства тоже, смотрите уж, союзники по НАТО, Польша, Греция, сейчас предъявляют Германии репарации за Вторую мировую войну. Поляки предъявили 1 300 000 000 000 евро, греки, по-моему, 400 миллионов евро за то, да, то есть и нынешнее поколение, которое не воевало, оно понимает, что оно платит из своего кармана. То есть мы ответственны, оно должно с этим согласиться. То есть они несут ответственность. Они несут ответственность. Это история, и все помнят это. Я вам скажу страшную вещь. Я вот сейчас, когда поездил по странам Латвии и Литве, до Эстонии не добрался, к сожалению, вот, я открыл для себя такую вещь. Почему такая резкая реакция, ну, скажем, в отличие там, от Венгрии или там, от Хорватии, вообще на россиян? 40-й год. У людей проснулась память. Вот я разговариваю с молодыми министрами, я разговариваю с депутатами от разных партий, молодыми мэрами, которые войну не застали. Они говорят, у меня прабабушка, у меня бабушка была выслана, у меня у деда отняли хутор, у меня избили, изнасиловали там, и так далее, там прабабушка. Да? Возникла историческая память. И что ты возразишь? И я, естественно, там, а мне говорят, 40-й год. И я говорю, я понимаю. И я реально понимаю,
Почему это так происходит? Хотя поколения сменились, жили в одной стране, вообще-то, да, а браки совместные, перемешанные. А вот 40-й год всплыл у людей, которые вообще там родились там через там, 50 лет после конца войны, сейчас 30-летний. Это вот то, что я возвращаюсь к истории России и Украины. А что будут с этими семьями, с этими 11-миллионными семьями, которые имеют близких родственников в Украине, и столько же, наверное, имеют близких родственников в России? Меня не волнует. Слушайте, государства договорятся, да? Там, репарации, границы, там, извинения, все это было, там, канцлер Брандт, да, все это было. А семьи-то? Папа там, сын здесь. Вы знаете, что, значит, в Киеве в первый период войны, в марте, один из киевских рестораторов создал сайт, по-моему, назывался «Позвони папе», который в России. И вот оно не работает. Оно не работает внутри семьи. Причем тут государство? Ну, при чем тут государство? Да говоря, государство, власти, новые власти, проведут границы, заплатят там кому чего, извинятся кому перед кем, а в семьях это останется навсегда. И маленькие дети, которые будут говорить, что моего братика убило, когда ему было полгода, прилетело откуда неизвестно что. И не только в Харьковской области, но и в Белгородской области. Понимаете, да? И вот так оно будет. И опять, и чего? И что сделаешь? Это придется терпеть и терпеть.